путешествие. В прошлой серии мы построили лагерь. Сегодня был обнаружен труп дельфина. И мы провожаем первую партию уезжающих. Привет, друзья, я Эль, художник-дислексик, путешествующий по жизни. Мы едем в очередное путешествие. Я Эль и Оль. А еще с нами остались на эту серию. Привет! Я Усаги или Лена. Я Дима, ну или Маршал. Я Ксюша или Канамы. Это Никита. Здравствуйте. А еще с нами человек-малыш. Но скоро мы простимся и с ними. Я хотела черноморских креветок показать, какие непрозрачные. Оля поймала краба, но она его отпустит. Ну тихо, не уходи из кадра. Она обороняется. Да. Сударь, защищайтесь. Так. Черноморские креветки выглядят вот так. Они прозрачные. Я не знаю, как вам показать. Но они вот такие прозрачные. Все просто. Я удивлена. Я боюсь, сейчас волна зальет мне фотоаппарат. Фрост поймал рака-отшельника. Или краба-отшельника. Сейчас мы на него посмотрим и отправим обратно в море. Интересно, как он доползет до моря отсюда. Это рак-отшельник, да? Ну давай, ползи. Какой он странный, да? И реально же поползет. Прям до моря. Блин, мне его жалко. А ему здесь есть где жить? И что есть, интересно? Чем питаются отшельники? А вдруг он не сможет там пройти между камней, и там не всегда останется, а ему там есть нечего. Давай его на глубину оттащим. Давай. Ну что, на глубину давай. И хоба! Пока. Живи с миром. Какой закат прекрасный. Так, наш лагерь сейчас выглядит вот так. Мы заменили эту красную тряпку золотишкой, и там сейчас так прохладно. Вот он, наш мини-домик. А это наша кухня. Мы тоже повесили золотишку. И горит огонь. О, кстати, надо разбить. Пойдем, Оль, пойдем. Мне надо с костром кое-что сделать, мне поручили. Я сегодня за кострового. Ни хрена в этом не соображаю, конечно. Но сделаю, что мне сказали. А, не, пока еще рано. Мне надо, когда они начнут прогорать, мне надо разбить эти дрова и положить заново их. Очередной энцетый ужин. Красотища. Это детеныш. Собачка, щенок. Ксюша, еноты. Вон, смотри. Ты вообще такой бесстрашный, я смотрю, да? Он такой, что-то вас надо, ладно, я даже не знаю. Но вы должны для себя решить. Хотите ему что-то дать есть? Нет, нет, нельзя прикармливать, ни в коем случае. Никита, он там сейчас твою... Куда пошел? Чего? Яичницу съест. А где она, кстати? В котелке. Он к ней идет. В котелке моя яичница? Да. Дружок, я тебе свою яичницу не отдам.
Да. О, да, вот так, отлично, спасибо. Привет. Видишь, да? А Маша привет. Слушай, скажи, ребят, у нас тут енот. Это гречка, тоже наша. Да, давайте гречку тоже заберем. У меня уже руки заняты. Нас слишком много. Сейчас шеф сам найдет. О, да. Ой, он такой маленький. Ну, блин, сейчас сожрет нашу гречку. Нет, он стесняется. Енотик, Не давай, хочется и слышите? колется. Они очень весело стесняются. Да, вы не думаете. Они очень наглые, они агрессивные могут быть, поэтому вы это, такие миленькие, но они вначале кажутся, пока осторожные. Вампир, тогда сзади так тебя будет ставить. Хорошо, я сяду в нее прям сегодня. У тебя все шансы. Зовите Олю. Где-то еды достать. Видимо, это да. Енот. Маленький. Это щенок Опа, еще. Оля, бежи, бежи. Скорее. Вон. Только не корми, Оль, не корми ни в коем случае. Нет, Никаких нет, сейчас он сюда к вам придет. нет, Оль. Так, снимай. Иначе он сожрет и все. И унесет все. Никаких И что, подкармливаний. ты будешь прыгать оттуда? Только начала снимать. Не переживай, Да, мы уже может, снимали. знаешь, сколько сняли. Тим говорит, в конуру убежал. Нет, еще вон он. Нельзя, нет, Оль. Он тут будет пастись вообще все время, Да. лазить прям по еде. Куда? А это и есть. Нет. Они такого размера. Нельзя. Так, эй, это Если было его наоборот. брать, то он отсюда не выйдет вообще. Да. Он Зайчик, будет ты вас чё да, такой его хорошенький? вытаскивает. Скажите, он какой-то ухоженный такой. Хорошенький, он Да. расчесался только что такой перед выходом. Прекрасно, прекрасно. Он говорит, сейчас пойду к людям, красивым надо быть. Давайте ему одну печенюшку дадим, он Нет, нет. его Он прогоняет. придет Нет. через несколько секунд и И украдет все тебе украдет чашку. здесь, да. Мне кажется, Персики это вот тебе сила стащит, енота. залезет вот сюда по морозчику. Все Там вот умиляются. заберет себе место. Все, да, в дом Слава ушел. Богу. Не переживайте. Это же он к нам сейчас Он придет. в дом пошел. Да, идем. Да, если у вас там что-то не убрано, то он это уже пошел есть. Вчера была дикая гроза, но она просто обошла нас стороной. Правда, немножко покапала, замочила нам вещи, но и вообще ничего страшного. Небо было просто все в сполохах, все было в Туапсе. Вагой, по-моему, чуть-чуть было. А нас, как всегда, просто минуло. Да, Оля? А сейчас просто потрясающая погода. И вода – это мечта. Сейчас я вам покажу эту воду, вы обзавидуетесь. Внимание, барабанная дробь. Трарарам-пам-пам, вода. Видно каждую рыбешечку. Все прозрачно. Это очень красиво. Мы сейчас поплывем на глубину с очками. Но вы знаете, что я не умею плавать. Я купила себе нарукавники и продолжу плавать с нарукавниками. Ореоли. И что, ушли? Ну, плавали прямо, я хожу, они возле ног плавают, не боятся. Я так рукой их, они такие раз, рядом прям. А где они сейчас? Ну, уплыли, ты ж пока там не доедала что-то, что ты там делала. Я Никиту мазала. А, ну все. Уплыли. Поломазали. Ну, короче, вот сюда, вот она одна плывет, видишь? Где? Цветная, вот. А, вижу цветную. Их таких много, они прямо разные. Есть еще черные с рыжим. Вон они, да. С огненно-рыжим таким. Их тут несколько, они плавают. Называется катамаран. Их привлекают мертвый, вон она рыжая. Их привлекает мертвый краб. Вот, Ага. возле мертвого краба. Видишь, она Ага. его вкусывает. Она его ест, смотри. А вон не мертвый краб. Вон настоящий краб, живой. Чай видишь, да? Я за чай попытались. Вижу, да. Я просто в восторге. За пальцы меня кусает. Лучше не вижу, конечно. Кусячая рыбка. Рыбка-кусячка. Хищная. А, да. Так, ну просто рукой все закрывается. Вот она, видишь, тут, смотри, на камне сидит и ест. Видишь, вон, такой вот. Вон там море. Хищная, это значит, когда она ест мясо. И нападает на других.
Не, она не успела видеть. А чё ж она не приходит? Успел, да, большую рыбу? Эль, смотри, я выманиваю оранжевого. Вижу, вижу, я снимаю. У меня есть. Вот. А вот еще один, смотри. Ого, какой огромный. И куски такие откусывает. Ага. Ой, еще один. С двух рук едят. Инка, ты там застрянешь. О, смотри, Эль. Да я вижу, я просто в восторге. Ой, два. Какие красивые. Там большая рыба, 2 больших рыбы. 3 больших 3. рыбы. Ой, смотрите, сколько у меня с Ой, двух рук они набежали. А делали. дайте мне одну кормежку, я попробую прям тут их покормить. А вот, смотри, сейчас мы попробуем. Открывай. Открывать? Открывай. Смотри. Тима, где ты нам с собой рыбу взять? Ой, у меня кушает тоже. Какую я забаву вам придумала. Да, это просто обалдеть, Оля. Такая кудесница, волшебница просто. Всех поймает. Этих прикормят. Прыгать есть. Он дергает, дергает. Ага. Так. Блин, а можешь еще мне принести? Сколько восторга. Так, подожди, кто тут есть Они Они красивые какие. Петушки морские какие-то. Господи, они из Турции приплыли, наверное. Или из Египта. Ого, вот это да. А почему такой целый? Ой, смотри, сколько у Ксюши. Нет, это Смотри, свадьба. какие они у тебя большие. У тебя самые большие. Какие красивые. Целые, это как? Глянь. Выводок. Снимает. Снимаешь? Целое блюдо. Ресторан, рыбник, Кричи, кухня. все слышишь? Готов. Вот это такой красивый. Их можно потрогать. Да. Плавничок какой. Ой, они дербанят клешню. Просто. Сядем помельче. Ай, как у меня тарелка Пойдем вылетает. туда вот. Сейчас я его просто кину, а потом заберу, хорошо? У меня тарелка рыбья. Оля, можешь Оля, попробовать? а поснимай? Поснимай? Я не сейчас снимаю. положи на эти. Давай. Да, они там Оль, поснимай, как у меня тут эти пирожки. Ага. Смотри, сколько их тут. Смотрите, видишь, Да, без да, крана, посмотри. Я прям за плавнички можно потрогать. Лапку дает такой. Смотри, она сейчас придет. Смотри, рыбу видишь? Ой, смотри, Крабовые. Кельза, сколько штук залезло. У 4. меня прям в руке сидел. Вот они, не в руке прям. Ты рыбу видишь? Ну, конечно, восторгу нашему не было предела. И где это еще такое возможно покормить рыбу с рук? И не надо мне сейчас писать про ваши Египеты. Знаем, были, кормили. Я про побережье Черного моря, где к берегу приплывают только туши мертвых дельфинов. Так, ребята собираются, их скоро отшвартует Александр до Туапсе, а потом они на поезд и поедут в Ростов. Лагерь разбирается, но не совсем и не до конца. Будет продолжение. Такой трансфер платный, и катамараны на моей памяти в наших краях впервые. Обычно все эти рюкзаки с пожитками мы спускали и поднимали в гору на собственном горбу. И даже зная все это, принцип минимализма у меня не срабатывает, когда я еду на машине. Подумаешь, сбегать с рюкзаком вверх-вниз, думаю я, когда еду. А после первого же спуска с горы хочется сдохнуть. А с вещами сдыхаешь уже на середине спуска, не говоря уже о подъеме. Это что, много? Во-первых, ты едешь в Туапсе? Ну это груженный, мы медленно будем туда ехать. Обратно будем лететь как на Сарварском районе.
давно же? Это для Нет, тентов. да вот мы Девочка поставила. с марта чтобы месяца свалили, блин. Как уехали, так и не вернулись. Что, куда дальше? Я не очень хорошо А вот понимаю, фиг его знает почему куда. так Сейчас это. в Туапсе съездим, пиво купим, бля, и он туда, он нафиг вам поедет. Не, а дальше после берега. Никаких планов, никаких ограничений. Ни временных, ни... Все по желанию. Не знаю. Жена, он на фрилансе работает. Ну да, что-то как нет. Ксюш, Это Никита. Здравствуй. Ксюш, вещи, посмотри, там нормально лежат? И он очень жизнерадостный человек, если так подумать. ну нет, не знаю, сейчас. Да, А еще с нами человек, малыш. Тим, Малыш. Тим, скажи, меня зовут Тим. Туда вот так смотри, маленькому оденьте жилет тоже. А как же мы ему наденем, если они большие? Ксюша улыбнулся, да? Так вот становлюсь. А ну-ка, ребятки, дайте мне эту веревочку, потому что эта веревочка нужна капитану для того, чтобы не улететь раньше срока. Не надо. Если капитан улетит, на моторе есть красная кнопочка, на которую можно нажать, и лодка остановится. Вернемся. Да, я вижу просто. Надеюсь, это Да, не да. самоуничтожение. Это катапульты. Вперед! Уху! Да, снимаю. Провожаю. А где? А вагона нету. Ну и небольшая экскурсия в окрестности Туапсе. Не хочется быстро нарезать такие виды. Когда я еще смогу снять такую красоту в лучах заходящего солнца, да еще и с моря? Впереди маячит великая и могучая скала Киселева. Сама скала получила фамилию художника Киселева, который имел дачу на мысе Кадош. Он и прославил эту самую скалу в своих картинах. Издалека скала напоминает стволы деревьев с пышной кроной. А с другой стороны удивляет ровный край скалы, словно бы ее срезали ножом и отшлифовали. Ну и каждая уважающая себя скала, знаменитая скала, должна иметь легенду. Легенда номер 1. До того, как скала стала Киселевой, она именовалась скалой слез. Но теперь вы уж точно знаете, куда вам, если вам захочется поплакать. А чьи же слезы-то там пролились? По древней адыгейской легенде, на этих землях жила красавица Гуаш. Однажды девушка из знатного рода влюбилась в конюха. Имя нам его неизвестно, но было бы забавно, если бы его звали Акварель. Потом скала была переименована в фамилию художника. Так что здесь судьба сыграла свою шутку. Возвращаемся к Гуаш и конюху. Странно, но отец не принял выбора дочери. Были другие времена, другие нравы, и решил он выдать ее за богатого парня. Гуаш воспротивилась воле отца и сбежала из дома. На этой скале она и встретилась со своим возлюбленным. Конечно, где еще встречаться, как не на этой скале? Самое безопасное место. Здесь их настигла погоня, и они бросились со скалы и растворились в Черном море, в пене морской, и стали русалками. Что, не слышали про русалок в Черном море? Так это они. Ну а Киселев прогуливался по окрестностям, услышал зов красок и стал писать эту скалу. Как вам мое продолжение легенды? Есть вторая версия. Жестокая девушка решила проверить возлюбленного на смелость. Это нормально, да, так? Влюбляешься в парня и говоришь: слышь, слабо со скалы сигануть. Если не слабо, то меня любишь. Докажи. Парень ты и сиганул. И разбился. И с тех пор она сидела на вершине и лила слезы, и больше никого не полюбила, и замуж ни за кого не вышла.
Мне кажется, это легенда про торжество естественного отбора. Местные говорят, что по ночам можно услышать ее плач. Но также вы можете услышать плач идиотов без фонариков, которые блуждают в потемках по лесу в поисках дороги к своему лагерю на берегу моря. А еще питерцев, ушедших вечером за кока-колой и заблудившихся ночью в лесу, но это уже совсем другая история. А мы все еще плывем. Ну так вот, Скала Киселева знаменита еще тем, что снялась в эпизодической роли в фильме «Бриллиантовая рука». Эпизод рыбалки помните? Нет? Пересмотрите. В фильме это место называли «Черные камни». Ну вот мы и приплыли. Я проводила друзей, закупилась в магазине и вернулась к Коле в лагерь, чтобы проводить и ее. А это уже история на следующий ролик. Я сегодня одна. Да, все уехали. Вчера мы проводили